Привет, меня зовут Ника. Несколько лет назад я приехала в Москву из города Нижнего Новгорода. С самого детства я не мыслила свою жизнь без сцены. В школе я познакомилась с ребятами, и они позвали меня петь в группу. В настоящую, живую поп-панк-группу. Это Шурил, наш идейный вдохновитель, отец-основатель, гитарист и автор песен. А это Косяй, наш басист. В общем, этим все сказано. Исторически сложилось, что за всю историю группы, а точнее даже 2 групп, мы сменили больше 10 барабанщиков. И последние годы искали идейного товарища и брата. Мы подозреваем, что должность барабанщика может быть проклята, как должность преподавателя защиты от темных искусств в Гарри Поттере. Но это всего лишь домыслы. Как бы то ни было, если ты решил создать группу, помни, барабанщики народ привередливый. С нами играли и другие музыканты, вторые гитаристы, клавишники, клавишницы, духовики. Вообще, когда играешь в группе, сталкиваешься со множеством проблем. Уходы музыкантов, приходы музыкантов. Морфиновый гидрохлорид, 5% раствор. Где найти денег на репетиции, записи, клип, допинг. Морфиновый гидрохлорид. Как оправдать ожидания родителей, которые видят тебя доктором, физиком, авокадо. Здесь вы увидите, как нам удавалось и удается преодолевать препятствия, возникающие на пути у рок-музыкантов в России. Наша заветная мечта – достичь настоящего успеха на международной арене. Привет, Олимпийский! Знаешь, чего я на самом деле хочу? 200 тысяч человек кричат мне в ответ. Это то, ради чего стоит быть музыкантом. В жизни я очень скованный, а сцена действительно позволяет раскрыться. Я не стесняюсь на сцене себя. Что для меня музыка? Это действительно смысл моей жизни. Это то, чем я живу, с чем просыпаюсь, с чем ложусь спать. Когда я на сцене, я пробуждаюсь ото сна. Как бы это пафосно ни звучало, но это правда дает мне силы жить дальше. Я хочу жить дальше, черт подери. Я хочу выходить на сцену. Независимо от тех надежд, которые я возлагаю или возлагал на какое-то свое музыкальное будущее, на свою карьеру, я точно знаю, что я никогда не перестану этим заниматься. Да, наверное, больше всего в жизни я люблю секс и живые выступления. Вот уже месяц мы репетируем с очередным новым барабанщиком. Максим, скажи привет. Привет. И готовим новую программу. Надеюсь, все будет круто. Максим офигенный барабанщик. Так просто не бывает, когда приходит человек, и ты на 100% просто все, что ты говоришь, все он одобряет, он всегда рад, и это просто нереально. Очень круто.
тебе что-то говорил, там, меняется. Какой припев? Да, чё. Ну сейчас напомнишь просто. Подождите, парни. Что такое? Максим не приедет на репетицию. Он не сможет. Класс. Я не знаю, что делать. Ну, штраф нам в любом случае придется платить. У меня гитара на базе. Не договорить по поводу штрафа. Может быть, можно не полный штраф платить. У нас отменилась репетиция. Это ужасная новость, мы еле пережили. Очень много пить. Действительно неприятная новость, когда отменяется репетиция. Мы послушаем. Раньше для нас каждый концерт был праздником, который начинался с самого утра. Мы прогуливали школу и универ, встречались и тусили с друзьями, гурьбой шли в клуб. Сейчас уговорить всех музыкантов сыграть концерт гораздо сложнее. Да, понедельник, вторник репы с 9 до 12. Еще есть маза 30 августа в Зеленограде сыграть в центре города. Там, ну, что-то будет типа праздника города или что-то типа того. Максим с нами не играет в Зеленограде. Почему? У него очередной выезд в своей работе. И что, он не может его отменить? Ну, видимо, ему неинтересно играть в Зеленограде. Где нам не заплатят, хотя там будет куча щей. Надо отписать организатору тогда. Блин, он же работает во все остальные дни. Неужели нельзя один день пропустить? Погоня за денежкой. И что теперь, если Максим всегда будет выбирать деньги вместо концертов? Нам что, теперь вообще концерты больше не играть?